Привет, друзья! Евросоюз, каким мы его знали, умирает. Не в один день, ни одной резолюции, как вы могли подумать. А все началось не с войны, не с кризиса, а с политического пробуждения. Германия, Польша, Италия, три столпа Европейского Союза стали говорить вслух то, что раньше шептали за кулисами. Брюссель нас больше не представляет, и это не преувеличение. Сегодня мир сосредоточился на войне, на экономике, на тех же беженцах, но в то же время в центре Европы начинается то, что историки потом назовут конец европейской наднациональной эпохи. Сила, с которой раньше сдерживали центробежные тенденции, ушла, появился вакуум, и его тут же заполнили новые фигуры. Фридрих Мерц, Джорджия Мелони, ультраправые в Нидерландах, евроскептики в Польше и в Венгрии. Они не просто предлагают реформу, они требуют перезапуска. Что общего между всеми этими странами? Усталость от диктата, от технократов в Брюсселе, от решений, принятых без их мнения. Усталость от того, что национальные интересы приносят в жертву какой-то абстрактной европейской солидарности. Усталость от того, что миллиарды налогоплательщиков утекают неизвестно куда, а обратно приходит только бюрократия и запреты. Но теперь Европа меняется. Хочу сделать акцент на том, что не просто медленно эволюционирует, а резко разворачивается. И все больше стран говорят: достаточно, мы сами разберемся. Это уже не крики маргиналов, а слова лидеров. Раньше это считалось политическим самоубийством, а теперь это путь к власти. Путь, к которому уже идет Мерц, а за ним целое государство. Для вашей справки, если вы, конечно, следите за этим, Польша уже давно не играет по чужим правилам. Но сейчас ситуация выходит на совершенно новый уровень. Раньше Варшава спорила с Брюсселем о правах судей, о свободе СМИ, о том, кого и как можно депортировать. Теперь для них это не просто риторика, это стратегия выживания. Интересно то, что поддержка курса Фридриха Мерца, нового канцлера Германии, который открыто уже пошел против централизации Европейского Союза, вдохновила польскую элиту на резкие шаги. На фоне выступлений Фридриха Мерца в польском парламенте все чаще звучат, цитата: «Нам нужен свой путь, не германский, не брюссельский, польский». И именно Польша сегодня крупнейший получатель дотаций из бюджета Европейского Союза и, внимание, одновременно самый проблемный партнер для Еврокомиссии. Получается опасное сочетание. Бюрократы в Брюсселе буквально в панике. Поляки блокируют климатические законы, выступают против миграционных квот и, главное, настаивают на примате национального права над решением Евросуда. То есть, если Польша не согласна, она просто не подчиняется. Но теперь на горизонте кое-что куда серьезнее. Польские политики, особенно из правых партий, все чаще обсуждают альтернативу самому формату Европейского Союза. Что если вместо единой Европы создать конфедерацию наций, где нет верховенства Брюсселя, нет обязательных законов и дотационных шантажей? Например, инициативы, подобные Декситу, то есть выходу Германии из Европейского Союза, в Польше уже не звучат как безумие. Наоборот, это все чаще обсуждают в ток-шоу и блогах и даже в официальных кругах. На международной конференции в Будапеште в мае уже состоялась закрытая встреча представителей Польши, Венгрии, Словакии и даже Италии. Что обсуждали? Будущее Европы без диктата. Все. Это уже не гипотеза, это контуры новой геополитики. И если Германия выйдет первой, Польша, скорее всего, последует за ней, Европа трещит, и Польша в первой линии этого тектонического сдвига. Пока Европа занята драмой вокруг Германии Фридриха Мерца, настоящая угроза для Евросоюза поднимается с юга. Имя ей Джорджия Мелони. Итальянский премьер неожиданно превращается в одну из самых опасных фигур для единства Европейского Союза. Ее стиль прямой, напористый, можно сказать почти хамский, имея в виду по брюссельским меркам. Она говорит то, что думает, а другие боятся сказать. Цитата: «Мы не будем подчиняться чужим приказам, Италия не колония». Мелони выступает против квот на беженцев, раскритиковала климатическую повестку, отказалась поддерживать обязательную энергетическую реформу и заблокировала новые налоги Европейского Союза. Все это под аплодисменты избирателей и откровенной поддержкой от правых медиа по всей Европе. И вот что здесь интересно, Мелони все чаще звучит в унисон с Фридрихом Мерцем. Два лидера, два центра силы, два раздражителя, в конце концов, для Брюсселя начинают сближаться между собой. Италия, напомню, третий по величине член Европейского Союза, она один из двигателей зоны евро.
И если такая страна начинает поднимать флаг национального суверенитета, это не просто внутренний протест, это удар по сердцу Евросоюза. Политики в Риме уже, кстати, обсуждают перезапуск договора об Европейском Союзе. Некоторые сенаты из партии «Братья Италии», есть такая партия, прямо говорят, цитата: «ЕС нуждается в реконструкции или он рухнет». Итальянские СМИ ссылаются на неофициальные переговоры Мелони с Фридрихом Мерцем и польскими политиками темы «Новый альянс». Новый. Без Франции, без Брюсселя, без давления сверху. Что-то вроде старой Европы, но с национальной идентичностью как главной целью. Если этот альянс оформится, это будет сравнимо, наверное, с политическим атомным взрывом. И если Италия пойдет по пути Dexit или Brexit, или хотя бы поставит ультиматум ЕС, эффект домино гарантирован. Европа рискует проснуться в новой реальности, где Берлин, Варшава и Рим диктуют повестку, а не Брюссель. Тот же дерзкий Фридрих Мерц не просто новый канцлер Германии, он символ конца старой Европы. Он пришел к власти в момент, когда система шаталась, и вместо того, чтобы ее поддержать, он сделал то, чего боялись в Брюсселе. Начал ломать правила, без истерики, без громких заявлений о выходе, но с железной волей и ясным курсом. Мерц сразу дал понять, Германия будет действовать по своим интересам, не по указке Европейской комиссии, не из чувства европейской солидарности, а исходя из своей логики, своей нации. Он уже заморозил ряд инициатив Европейского Союза, пересмотрел климатическую стратегию, раскритиковал миграционные квоты и, главное, запустил дискуссию о правах национальных парламентов. Это не просто шаг, это вызов самому существованию наднационального союза. Мы уже с вами видим, что своими речами Мерц вдохновил не только избирателей в Германии, но и политиков в других странах. Как я сказал, Польша, Италия, Венгрия теперь говорят его словами. А главное, действуют. Мерц не предлагает разрушать Европейский Союз, он делает еще хуже. Он предлагает его изменить так, чтобы больше никто не мог диктовать Германии, и другим странам, что делать, кого принимать, что строить и сколько платить. Для Брюсселя, конечно же, это кошмар, потому что если Германия, локомотив Европы, идет против правил, остальные точно не останутся в стороне. Мерц стал тем катализатором нового европейского мышления. Европа Мерца – это Европа сильных национальных государств, а не слабых колоний. Еще раз делаю акцент на том, что он не говорит прямо «выходим из Европейского Союза», но каждое его решение – это шаг к де-факто суверенитету, и этот процесс уже не остановить. Евросоюз сегодня, представьте себе, как старый тот небоскреб, в котором уже не работает лифт, а фасад держится на заклеенной изолентой штукатурке. Он вроде бы еще стоит, но внутри-то пусто. Влияние на реальные процессы. Германия больше не готова подчиняться, больше не выполняет решения европейских судов. Италия блокирует те же директивы. Венгрия с Виктором Орбаном вообще, как вы знаете, давно живет своей жизнью. Брюссель пишет законы, а половина членов их игнорирует. Получается, картина приплыли. Европейский Союз уже не объединяет, он наоборот мешает, он стал слишком дорогим, слишком медленным, слишком абстрактным. То, что раньше называли единством, теперь воспринимается как принуждение. Когда за один закон должны голосовать 27 стран, внимание, с разной историей, экономикой и даже менталитетом. Это не демократия, это театр абсурда. Подумайте сами, Евросоюз хотел быть супердержавой, но стал тем бюрократическим монстром, который мешает своим же членам дышать. Он не может решить тот же миграционный кризис, не может договориться по обороне, не может даже быстро отреагировать на экономические катастрофы. И все больше стран задаются вопросом, а зачем нам такой союз? Вы сами видите, как Германия, Польша, Италия, Франция, они живут своей повесткой. Может, лучше признать всем очевидно, ЕС в нынешнем виде уже не работает. Евросоюз трещит по швам, и в этих трещинах уже рождается новая реальность. Да, пока не объявленный, но уже идущий распад Союза. И все началось не с экономических каких-то там потрясений, а вы сами видите, с людей, с лидеров, таких как Орбан, Фица, Мелони, Сидей. А сейчас присоединился и Фридрих Мерц. Польские правые, они не разрушают Европу, они просто разрывают цепи. А теперь очередь за вами.
Как вы думаете, останется ли Европа единой или нас ждет новая эпоха, эпоха Европы наций? И как вы считаете, было бы лучше? Напишите в комментариях, какой стране пора выйти из Европейского Союза первой, поддержите видео лайком и репостом, пусть все увидят, что Европа уже не та. Подписывайтесь и спасибо за просмотр.